Вот, ребята, такая у нас заброшка на повестке дня. Это заброшенная школа. Выглядит она довольно антуражно. Алена пошла искать вход. Не знаю, найдет она его или нет, но по нашим данным попасть туда можно. А если не сможем, то это будет крайне грустно, потому что мы приехали сюда для того, чтобы снять эту школу, при том, что она находится довольно далеко от Минска. Привет, друзья! Привет, друзья! Вы на канале «По ту сторону», меня зовут Алена. Меня зовут Марта. Мы на фоне сарая. И мы приехали в очень интересное место. Надеемся, что оно вам также понравится. Мы здесь впервые, поэтому... Мы ищем вход, ребята, ищем вход. Алена пошла сама, как самая смелая женщина, да, на поиски. Посмотрите, какой есть красивый еще костел. Сейчас я вам покажу. Вот тут вот костел, школу с той стороны я вам показывала. Когда ты уже это все успела сделать? Вопрос. Пока тебя искала. А вот эта голубая дверь нет? Она забита. Там гвозди. Ну все, пойдем. В общем, один единственный вход, который я нашла, это в двери. Ну вот, ребята, в эту дырочку Алена предлагает нам залезть. Я надеюсь, это дырочка в школу, а не вот в эту пристроечку. А там сразу выход в коридор, я уже посмотрела. А тут знаешь все что, ребята? Паутина. То, что я терпеть не могу. Вперед, потому что нас ждут интересные находки в этом месте. Да. Ну что, первый пошел. Я нашла вход. Он выглядит вот так вот. Никто не схватит там. Выглядит как очко. Все? Давай. Так, держи. Я тут красиво. Опа, вот так вот. А ты говоришь, ни хрена себе, пролезла как этот. Ну так ты проложила. Как будто в масле. Да, тут надо свет однозначно. Хорошо, что свет взяли. Здесь кто-нибудь есть? Только петухи. Блин, ребята, какие здесь полные. Ого, какое здесь угнилое. Охренеть. Вау, ребята. Вот это школа. Но здесь надо очень аккуратно. Тут пол прогибается под весом. Охренеть, спортивный зал сразу. Здесь пол просто... Здесь надо очень аккуратно. Тут пол прогибается. Просто прогибается. Ребята, здание в крайне аварийном состоянии, но мы уверены, что мы в нем одни. Охренеть! Алена, ну-ка через козла прыгнешь? Ну, я уже не буду рисковать. Но я прыгала, кстати, на 10. Охренеть, ребята, какое жуткое место. А там, смотри, какие-то двери еще. А это что за счетчик? Какой-то счетчик. А, это двери, просто выход и шкаф. Быстрее, выше, сильнее было написано когда-то на этих стенах. Жесть, ребят, посмотрите, как здесь обваливается потолок. Жесть, просто вон пол на следующий этаж. Еще вон стоят шкафы. Знакомый блогер, который нам посоветовал это место, он сказал, что в этой школе очень много всякого интересного с охраной, поэтому мы сюда и приехали, потому что, как вы знаете, по пустым стенам мы лазить не любим, мы любим, когда в здании есть что посмотреть, поэтому сейчас мы пойдем искать этот сохран. Пока что мы нашли только вот этого вот спортивного козла. Тут уже как-то более безопасно. Какие-то чай черный, что лежит. Зеркало Разбитое, не смотримся. Помидоры, капуста, редиска. Какая-то деталька от чего-то. О, уголок повара. Ха, прикольно. Первая смена. А есть год. Год. Должен быть где-нибудь 2010, Алена. 12 лет назад. А, так это столовая. Ну, это
Видишь, окошко. Так это маленькая школа деревенская. Потолок такой с крестами, посмотри. Вон уже обваливается. Вот эти вот все декоративные, походу, по центру они были, они все обвалились. Уголок питания. Ха. Прикольно как. Очень прикольно. Какие-то полы. Смотри, какая штука. А что это такое, интересно? Кто, ребята, знает, расскажите нам. Вот это для физики, стопудово, как электричество, наверное, воспроизводится. Я думаю, да. Календарь какой-то, смотри. Март, апрель, да. И температура. Ребят, кто разбирается, что это за штуки, напишите в комментариях. Стеллаж прямо в этом, в стене, смотри. А здесь, может быть, был этот пожарный типа безопасности стеллаж. Или для наград. Люстрочки. Кстати, да, очень симпатичные такие. Обалдеть, сколько здесь всего. Это только первый этаж, а мы дальше не продвинулись. Только в одну комнату зашли. Тут смотрите, ребята, тут везде, смотрите, здесь, везде есть что посмотреть. Смотри. Меня сразу интересует, есть ли здесь подвал. Подвала нет. Смотри. Это кабинет биологии был. Обалдеть. Ребята, вы только посмотрите на это. Алена тут уже восхищается. Ну и запашок здесь, конечно. Как будто бы эти люди разлагаются. Вау, вообще. Я предлагаю тебе разделить. Ага, чтобы я монтировала и не знала, что там наснимала. Смотри, как прикольно. Вообще, какие-то картины. Строение человека, радиоприем. Ну что, я тогда пошла на второй этаж, ты ходи по первому. Давай. Очень интересно, ребят, место, мы решили Да. разделиться. Я пойду на второй этаж, похожу, Алена походит на первом, чтобы был, так сказать, во-первых, экономия времени, во-вторых, чтобы было интересно. Нам потом вам посмотреть самим тоже выпуск. Да, и потому вам что- тоже посмотреть разный контент с разных, так сказать, углов. Да, поэтому Так что разделяемся. разделяемся. Так, все, я женщину спровадила. Она ушла вот в этот вход. В общем, ребята, вот этот вот кабинет биологии, скорее всего, был. Вот, здесь очень много всяких штук. Если честно, я училась в городской школе, не в сельской. У нас и этого даже не было. Так, тут какие-то лампочки. Обалдеть, ребята. Вот это 100% что-то с физикой связано. Кто знает? И с астрономией, скорее всего. Вы только посмотрите. Обалдеть. Сколько здесь всего. Лупы всякие. Так, смотрим под ноги. Стеклышки для крови. Какие-то. Скорее всего, это глаз. Как устроен. Так. Тут по полу просто валяется. Всяко разно. Аккуратненько переступаем. Электродинамика. Прикольно. Как прикольно. Вы, наверное, не раз еще услышите это слово. Но это только один кабинет, ребята. Я даже не знаю, что будет дальше. Надеюсь, вам понравится такого рода контент, как мы с Мартой решили разделиться. И заснять каждый свое. Пусто. Ну вот эта штука, что за штука? Это что-то с физикой, электродинамикой связано. Что, ребята, оставляем Алену на первом этаже, а сами
Пойдем с вами на второй. Школа довольно-таки маленькая и очень похожа на школу, прям один в один, в которой мы были недавно, где, помните, погиб подросток. Легкие. Кстати, я думаю, потом еще слажу на чердак, покажу вам, что находится там. Птица мертвая. А пока, пожалуй, начнем. Таблица Менделеева. О, офигеть, ребята. Я зашла, у меня прямо закружилась голова в этом кабинете. Кабинет химии. Вон человек сидит. Химия жизни. Какие-то звуки, я думаю, что это Алена ходит внизу. Так. Ага, лаборантская. Ребята, ой, какие цветочки, прямо с окошком отсюда вас, с основного кабинета, интересно. Натюрморт. Вот, ребят, отсюда мы залазили с этой дырки, как вы помните. О, смотрите, серп и молот. Как окно открыто, капец. Здесь закрыто, наверное. А нет, открыто. Вот мы опять с вами оказались в коридоре. Я уже под огромным впечатлением. Вот стою на фоне вот этой разгромленной лаборатории, и у меня прям вау. Эмоции вау. Школа сама по себе небольшая, но тут все по полу прям валяется. Пойдем дальше. Я надеюсь, нам что-нибудь еще интересненькое попадется. Стоит холодильник. Тут, скорее всего, ребят, смотрите, был гардероб. Вообще, то, что касаемо этой школы, здесь ничего мистического не было, никаких историй страшных здесь, насколько нам известно, нет. Вот. Но мы сюда приехали по рекомендации одного блогера белорусского и решили вам показать. Ну что ж, погнали дальше. Вот это стрём, ребят.
Вот это стрём, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, ничего особенного, а потом хоп, и потолок-то уже на полу. И сюда уже не зайти. Но, в принципе, здесь пусто, видите? Школа просто разваливается на глазах. Если понимать то, что эта школа вот еще существовала в 2010 году, это прям вау. Ну, это я потом вам покажу. То, что она существовала в 2010 году, и уже в таком она плачевном состоянии, ну, такое себе. Так, здесь какой-то был кабинет. Расклад урока. Видите? Это на белорусском языке написано. Школа, скорее всего, была белорусская. Вот такие вот классы. Небольшие, кстати. Наверное, на человек 15 максимум. Так, тут что у нас? Тут, скорее всего, был маленький спортивный зал. Так. Никаких табличек, кстати, на дверях не сохранилось, но двери немного легче, чем в той заброшенной школе, где погиб мальчик. Вау, тут уже какие-то надписи. Здесь были анимешники. О боже. Так. Ну, здесь, скорее всего, тоже какой-то был кабинетик, может, вахтера или трудовика. Ну что, ребята, пойдемте в волшебный лес. Продолжаем идти дальше. Вот на самом деле, чем дальше от города находится заброшка, тем больше в ней, как правило... Ой, отсюда прям дует с охрана. Охренеть, я как будто, ребята, попала в Нарнию. Посмотрите. Качаются люстры и проросла трава. Охренеть. Ребят, я просто в шоке. Посмотрите, как это жестко смотрится. Тут еще ветер дует. Эти люстры качаются. Это просто... Вон в окне поля. И чей-то дом. Не хотела бы я, честно говоря, жить с видом на заброшку. Как бы я их не любила, но... Такой себе шкафчик пустой. Я хочу заснять свою реакцию. Здесь прям своя фауна, ребята. Обалдеть. Смотрите. Вы только посмотрите. Я слышу, как Марта ходит сверху. Нужно держаться края. Здесь прям вот я иду по земле. И мы пробираемся в шкаф. В шкафу у нас ничего нет. Но здесь прям воцарилась плесень. Это мох. Вот так вот эта школа сейчас живет. Первый этаж я обошла. Больше ничего здесь нету, поэтому пойду поищу Марту. Да, ребята, на крышу, на чердак, я так понимаю, залазить смысла вообще никакого нет. Вон русские писатели. Ну а кто? Я уже все поснимала.
Иди, я тебе покажу прикольную комнату. Здесь, ребята, просто такая большая, может, как библиотека была. Просто такая большая комнатка. Вот как та самая школа, где мы, помнишь, где мальчик погиб, недавно были? Вот просто один в один строение. Вон там первая комната около этого. Да. Около лестницы. Иди туда, зайди. Прикольно. Здесь, наверное, актовый зал был. А я думаю, тут была библиотека. Или библиотека. Кстати, актовый зал надо поискать. Но здесь уже не удивляет меня. Здесь интересно. Загляни туда, я всю твои эмоции. Бля! На первом этаже такая же комната. Только там покруче. Блядь, птицы. Как вы меня испугали. Здесь птицы? Как ты меня испугала, птица. Я еще здесь не все прошла. А вот доски. У меня там были пустые комнаты. Здесь просто тоже комнаты. Вот меня удивляет, что они везде с лампами. Фотообои. Я пришла к Марте, потому что первый этаж оказался не таким большим. Вау, а что это было тут? Так, потолок опал. Тут какая-то камера, блин. Ого. Так. Класс какой-то, кстати. А что это за камера? Здесь был класс подготовки. У девочек была медподготовка, у мальчика там что-то военная. Классно. А зачем такая камера, ребята, для такого? Здесь, может быть, оружие хранилось, может быть, сила. Какое оружие? В школе? Ну, типа, что не было у мальчиков в школе? У нас была медподготовка, у мальчиков типа Было, военная но подготовка. оружие у нас не хранилось. Ну тут больше ничего такого нет. Ну вот эта штука, она, конечно, какой-то контейнер металлический с... Но мне кажется, здесь может быть... Ну да, что-то вот автомат. такое. Ну, Конкретно это металлический. олово, кстати, нет? Хотя металл, на металл больше похоже. И решетка. Ну, 100%. Ребят, второй вопрос за видео. Что это за штука? Ты уверена, что второй вопрос, а не 10-й? И как она использовалась? Блин, я обожаю эти эмоции. Стульчик с измерителем роста, походу. Или это стул Пытер был? Угу, в школе. О, пластинка вон там такой. Мелодия. Сейчас я зачитаю. Звуковое приложение к учебнику алгебры для 6 класса общеобразовательных школ. Выпуск 1985. Мы еще не родились. Да, нас еще нет. Птицы. Мы растревожили птиц. И они теперь ведут себя очень беспокойно. Ну все, здесь ничего нету. Смотри, какие прикольные штуки. Ну, Вообще, кто-то выставил. Да, это химия. Ну вот я тут уже была. чей-то. Кому-то сейчас сделаем рекламку. Это все птицы делают такие звуки? Был как будто... Я слышала. Ребята, мы со второй лестницы нашли подвал. Спуск. Сейчас посмотрим, что находится в подвале, конечно же. Птиц встревожили, птицы орут как ненормальные. Да, это точно. А, так может это птицы такие звуки издавали? Вы слышите, да? Ладно, пошли в подвал.